Здравствуйте, друзья! Велесова книга «Великая славянская загадка». Древние письмена тоже имеют свою судьбу, подчас трагическую, полную приключений, связанную с холодным отрицанием скептиками и безоговорочным одобрением горячими оптимистами. Письмена теряются, конфискуются, сгорают, но не пропадают. Велес, Волос – божество в древнерусском языческом пантеоне, скотий бог, покровитель сказителей и поэзии. Чаще всего Велеса изображали мудрым стариком, защитником растений и животных. Удивительна судьба дощечек Изенбека, Велесовой книги, рукописного свода языческих хроник, легенд и проповедей, отнесенного к доолеговой эпохе на Руси. Велесова книга проливает новый свет на поступательное становление славянского мира, на проблемы седой древности русской государственности. Многие ее исторические сведения подтверждаются неожиданными археологическими находками в наше время. Книга не подтверждает нормандской теории формирования Руси как государства. Быть может, именно по этой причине древняя русская книга и вызывает сопротивление тех историков, для которых важнее сложившееся мнение, чем истина. Одной из самых больших сенсаций в области исторических открытий нашего века является находка Велесовой книги – языческой летописи доолеговой Руси. История эта напоминает приключенческий роман. Шла гражданская война, время великих потрясений, бед и лишений для нашего народа. Многострадальная Россия разделилась на два враждующих лагеря. Многие памятники истории тогда погибли. В слепой ярости ко всему барскому уничтожались шедевры мировой и отечественной культуры. Но и в те страшные годы находились люди, которые пытались хоть что-то спасти. Среди них оказался полковник Белой армии, командир дивизионной батареи Изенбек, страстно интересовавшийся древней историей Отечества. В 1919 году после очередного боя судьба забросила его в разграбленное имение князей Куракиных под Орлом. В библиотеке разоренной усадьбы он случайно заметил валявшиеся на полу испещренные неизвестными письменами дощечки, сильно разрушенные временем. Многие из них были раздавлены солдатскими сапогами. Изенбек собрал заинтересовавшие его дощечки и взял их с собой, еще не зная, какую цену они представляют. После окончания гражданской войны полковник и дощечки оказались в Брюсселе. В 1924 году о них узнал писатель и историк Миролюбов, в русских эмигрантских кругах известный как исследователь религии древних славян и русского фольклора. Он первый из исследователей предположил, что текст дощечек написан на неизвестном древнеславянском языке. В течение последующих 15 лет он неустанно занимается переписыванием и расшифровкой дощечек. Это была кропотливая, по словам Миролюбова, работа. Он с трудом разбирал текст, так как дощечки были сильно повреждены и требовали реставрации. Поверхность их была исцарапана, местами они были совсем испорчены какими-то пятнами и покоробились, точно отсырели. Лак, их покрывавший, кое-где поотстал. Под ним была древесина темного дерева. Изенбек думал, что дощечки березового дерева, возможно, и букового. Сами дощечки были приблизительно одинакового размера – 38 на 32 сантиметра, а толщиной в полсантиметра. Похоже, что их резали ножом, а никак не пилой, писал Миролюбов. Текст был написан или нацарапан шилом, а затем натерт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт сверху лаком или маслом. Каждый раз для строки проводилась линия, довольно неровная. На другой стороне текст являлся как бы продолжением предыдущего. Так что надо было переворачивать связку дощечек, как листы отрывного календаря. В иных местах, наоборот, каждая сторона была как бы страницей в книге. Сразу видно, что это многостолетняя давность. На полях некоторых дощечек изображены головы быка, на других лучи солнца, на третьих изображения других животных, может быть лисы или собаки. Буквы не все одинаковой величины, были строки мелкие, а были и крупные. Видно, что не один человек их писал. Точное количество дощечек пока установить не удалось. Миролюбов понимал ценность находки и неоднократно предлагал Изенбеку показать дощечки специалистам, либо сфотографировать их. Но Изенбека постоянно преследовала маниакальная тревога за судьбу реликвий. Вплоть до того, что он даже не разрешал Миролюбову вообще выносить дощечки из своего дома. Миролюбов переписывал их в присутствии хозяина. Ученый-энтузиаст соглашается работать в любых условиях, лишь бы иметь доступ к ценнейшему историческому материалу.
Опасения не оказались безосновательными, дальнейшая судьба дощечек трагична. После смерти Изенбека в оккупированном немцами Брюсселе в 1943 году они исчезли вместе со всем его имуществом и большим количеством картин. К этому приложила руку, по словам свидетелей, гестапо. Миролюбов успел скопировать примерно 75% текста, и в настоящее время историки располагают только записями Миролюбова и случайно сохранившейся фотографией одной из дощечек. Невольно напрашивается сравнение с оригиналом «Слова о полку Игореве», который тоже был утерян во время Московского пожара 1812 года. О подлинности Велесовой книги идут споры и по сей день. Официальная наука, не потрудившись над тщательным изучением материала, торопливо оценивает дощечки как гениальный фальсификат. В нашей печати неоднократно появлялись «разоблачительные» в кавычках статьи на эту тему, но все это звучит крайне неубедительно. Первая трудность, с которой столкнулись исследователи книги, это ее язык. Противники книги стали утверждать, что он не соответствует нормам церковно-славянского языка. Аргумент искусственный. Вряд ли можно судить об этом языческом памятнике с точки зрения норм единственно известного нам древнего славянского языка, на котором писали христианские авторы. С другой стороны, есть много аргументов в пользу того, что письменность на Руси существовала задолго до принятия христианства. В поселениях черниковской культуры на Днепре находят рунические надписи на глиняных пряслицах и сосудах. Это 3-5 век нашей эры. В древней Хазарии, по сведениям арабских ученых, пользовались русским письмом. Знаменитый Кирилл, брат Мефодия, видел в 860 году в Крыму целые книги русскими письменно писано. Сейчас никто не станет отрицать, что наши языческие предки вполне могли создать свою грамоту. Видимо, нынешним захватчикам русской земли невыгодно признавать, что славянский народ самый древний на земле. Древние славяно-русы активно общались на западе и северо-западе с германскими племенами, пользовавшимися руникой, а на востоке и юго-востоке с тюрко-монгольскими народами, с такой же письменностью. Трудно предположить, что славянские племена, находившиеся тогда на том же уровне развития, не знали рун. Хотя сейчас со всех телевизоров нам внушают, что русский народ – это дикари. Не верьте, прошу вас. Таким образом накапливается все больше и больше доказательств того, что Велесова книга могла быть написана именно таким языком и переписана затем на деревянные таблички. Поразительно и то, что правильность исторических сведений, содержащихся в Велесовой книге, все более подтверждается новейшими археологическими исследованиями. Кстати, многие исследования археологов становятся сразу засекреченными. Вы не знаете, по какой причине? Русские эмигранты не только сами досконально изучили текст Велесовой книги, но и делились результатами своих исследований с учеными-славяноведами всего мира. Интерес проявили историки и филологи Канады, Австралии, Бельгии, США и других стран. Лишь Израиль и Россия почему-то этими исследованиями не заинтересовались. В середине 50-х годов расшифрованные тексты были пересланы в Советский Союз, где, к сожалению, были встречены нашими историками настороженно и более чем прохладно. Тогда с крайней опаской относились вообще ко всему белоэмигрантскому. В 1963 году энтузиасты-исследователи сделали обстоятельный доклад о Велесовой книге на 5-м международном съезде славистов в Софии. Выступали в основном эмигранты, а не советские ученые. Подчеркивалось, что книга дощечек проливает новый свет на пласты очень древней истории русских племен, многие из которых до этого не были известны ученым. Например, выясняется, что греческие и римские хронисты ошибались, называя Роксолан и племенем аланским. На самом деле они были славянами. Авторы данных летописных сводов, скорее всего, это жрецы языческой религии древних русов до эпохи Олега. Составители Велесовой книги не забыли упомянуть о том, что русы были скотоводами, охотниками, а земледелие для них играло подсобную роль. Именно занятие скотоводством делает понятным тот большой охват территории, отмеченный в книге. От Волги до Карпат, от берегов Азовского моря до Дуная. Такие подробности постоянных перемещений весьма реалистичны, как и достоверны сведения о контактах с готами, гуннами, греками и другими народами. И в этом плане Велесова книга оригинальна, никому не подражает, ничего не повторяет, но исторически достоверна. По названиям народов и их вождей нетрудно установить, что книга дощечек повествует о весьма древнем времени. Она дает богатый материал для рассуждений и пересмотра многих исторических положений. Процесс борьбы с устоявшимися мнениями всегда болезненный.
Но при добросовестном отношении к фактам можно найти и другие объективные свидетельства о существовании славянских государственных образований за 400-500 лет до нашей эры на Днепре и в Карпатах. А восточнее и еще раньше. Документы с такими фактами при желании можно найти в ереванском Матенадаране, в архиве грузинских летописей в Тартусском университете, в библиотеках некоторых австрийских монастырей, а также и в греческих хрониках. В Авелисовой книге содержатся сведения, интересные как для историков, этнографов, лингвистов, так и для просто любознательных людей. Так мы узнаем, что среди враждебных древним славянам племен, много им досаждавшим, были яги. Книга приписывает им людоедство. Вот и получается, что в русские сказки Баба-Яга попала из суровой действительности. Видимо, это не просто мифический образ ведьмы, питавшейся человечиной, а образ реальной старухи из племени ягов. Итак, Велесова книга знакомит читателя с древнейшей историей славян, которая до сих пор не освещена отечественной наукой. Конечно, все исторические сведения, содержавшиеся в книге, довольно коротки, в отличие от более поздних хроник и летописей. Но в том-то и дело, что отнести книгу дощечек конкретно к какому-то определенному жанру очень трудно. В ней нет и не может быть стройного изложения. Возможно, что найденные дощечки с письменами состоят из нескольких, совершенно независимых друг от друга частей. Скорее всего, их объединяют фрагменты из нескольких различных по своему назначению древних славянских рукописей. Тем не менее, содержание книги многогранно, оригинально и необычно. В ней есть сведения и исторические, и религиозные, и мифологические. В одной из табличек говорится, что за 1300 лет до Германриха вождь готов, покоривший в середине IV века нашей эры огромные пространства Восточной Европы от Балтики до Черного моря, от Волги до Дуная. Предки русов еще жили в Азии, в Зеленом крае. Об этом рассказывается в самом поэтичном отрывке, в так называемой легенде о Богумире. В вольном пересказе она звучит так. У Богумира было 3 дочери и 2 сына. В степях они разводили скот, научившись этому от отцов и дедов. Были они послушны богам и разумны. Пришло время, и мать их, Славуня, сказала Богумиру: «Нам надо выдать замуж дочерей, чтобы увидеть внучат». Богумир поехал в поле и приехал к дубу, стоящему в поле, и здесь вечером он увидел 3 мужей на конях. Подъехали они к Богумиру, и он поведал им о своей заботе, и они сказали, что сами ищут себе жен. И вернулся Богумир в свои степи и привел 3 мужей дочерям своим. И от них пошли 3 славных рода – древляне, кривичи и поляне. Потому что первую дочь звали Древо, вторую Скрева, а третью Полева. Сыновей же Богумира звали Сева и Рус. От них исходят северяне и русы. И образовались роды те в Семиречье, в Зеленом крае. И было это за 1300 лет до Германриха. Получается, что Богумир жил в IX веке до нашей эры. Таким образом, версия о степном центральноазиатском происхождении наших предков с каждым годом становится все убедительнее. Возможно, не за 1300, а за 1500 или более лет до Германриха наши предки отпочковались от других индоевропейских племен и отправились во все концы света искать свое счастье. Итальянские археологи, производящие раскопки в долине Свата, Пакистан, обнаружили, например, что в конце 2-го тысячелетия до нашей эры, в канун Троянской войны, происходили мощные передвижки евразийских пастухов. И в Северный Индостан и на Дунай пришли в то время из Центральной Азии воинственные кочевники, возможно, единого происхождения. В Авелисовой книге подробно описывается, как часть наших предков из Семиречья шла через горы на юг, судя по всему, в Индию, а другая часть пошла на запад, до Карпатской горы. Если бы книга была фальсификацией, то как мог автор предугадать этот поразительный и неожиданный факт истории древних скотоводов, подтвержденный археологически лишь совсем недавно? Сведения книги о древних странствованиях наших предков по просторам Евразии позволяют понять многие упоминания о таинственных русах в восточных и античных источниках. Если считать наших предков исконно степным народом, то надо признать многовековое участие русов во всех решающих событиях тех времен. Когда мы читаем в древних источниках о великих походах таинственных киммерийцев, а затем скифов на Ближний Восток, в Африку, в Южную и Западную Европу, то можем надеяться наверняка найти среди этих киммерийцев и скифов наших прямых предков. Античные источники начала эры определенно свидетельствуют, что славянское племя сербои, сербы, пастушествовало между Азовскими и Каспийскими морями, а другое славянское племя, хоруатос, хорваты,
пасло свои стада где-то неподалеку от Нижнего Дона. Рядом, видимо, кочевали русы. Недаром римские географы первых веков нашей эры знали Волгу в ее степной части как Рус, реку русов. Велесова книга подробнейшим образом описывает столкновение славян с аланами, ираноязычные поселения евразийских степей, готами и гуннами. В великих битвах в излучине между Волгой и Доном 1800 лет назад решались судьбы Европы. Описанные в книге победы русов над готами, аланами и гуннами объясняют, почему славянам удалось отстоять свои позиции в эпоху великого переселения народов. Но содержание книги «Дощечек» этим не исчерпывается. Она повествует также о гуманности наших предков, их высокой культуре, об обожествлении и почитании праотцов, о любви к родной земле. Полностью отвергается версия о человеческих жертвоприношениях. Вот, к примеру, что сказано в «Дощечке» номер 4. Боги русов не берут жертв людских и не животными, единственно плоды, овощи, цветы, зерна, молоко, сырное питье, сыворотку, на травах настоянное, и мед, и никогда живую птицу и не рыбу, а вот варяги и аланы богам дают жертву иную, страшную человеческую. Этого мы не должны делать, ибо мы – дождь боговы внуки и не можем идти чужими стопами. Так что все эти ужастики про человеческие жертвоприношения древних славян не более чем выдумка тех, кому это выгодно, тех, кто хочет опорочить славянский народ. Именно поэтому они так рьяно пытаются дискредитировать и очернить Велесову книгу, оригинально ранее неизвестная система мифологии, раскрывшаяся в этой уникальной книге. Вселенная, по мнению древних русов, разделялась на 3 части. Явь – это мир видимый, реальный. Навь – мир потусторонний, нереальный, посмертный. Правь – мир законов, управляющих всем в мире. Каково же было назначение Велесовой книги? Это не летопись, не хроника в нашем понимании, а сборник языческих поучений и легенд, которые читались народу, очевидно, во время богослужений. Их слушали и запоминали наизусть, ибо почитание предков было частью религиозного культа. Деяния предков, то есть история, становились таким образом всеобщим, всенародным достоянием, традицией поколений. В разные эпохи к старым дощечкам, видимо, прибавлялись новые, освещавшие либо старые времена, но в новом аспекте, либо говорившие о новых временах, но в сравнении со старыми. Отсюда многочисленные повторения исторического содержания, перемешанные с призывами к чести, храбрости, взывания к небу, о ниспослании благ и так далее. Таким образом, религия, история и быт сливались в одно неразрывное целое. Характер Велесовой книги становится понятным. Это не курс истории, это сборник религиозных поучений, причем это произведение написано не одним автором, а несколькими. Но в целом Велесова книга дает довольно неожиданную картину русского язычества. Дальнейшее изучение материала в ней содержащегося даст нам более четкие представления об истории Древней Руси до Олегового периода. Исторический аспект Велесовой книги – сложный узел. Его не надо отрицать, как стремятся некоторые круги, а распутывать. Ведь если будет доказана подлинность дощечек, вся древнейшая история нашего народа поднимется на новый, несомненно более высокий уровень. Борьба за научные исследования этого вопроса – это борьба за восстановление светлых и прогрессивных страниц истории Руси далекого прошлого, борьба за самобытность и самостоятельность нашего народа. Автор статьи Ольга Скурлатова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.